Всем доброй ночи. А теперь я хочу вам включить. Я еще даже не прослушала, я прочитала то, что она написала. И она сказала, что хотела бы голосовым передать, опять же, для людей, которые хотели что-то провести или хотят что-то провести, но заодно и объяснить вам насчет ритуала, связанный с онкологией, остановить онкологию, как это проводится, почему нужно мое участие, а потом то, что проводит человек сам. И насколько оно помогает. Оно помогает и очень, если все правильно делать. Добрый день, уважаемый Инга. 12 мая у меня обнаружили онкологию. В этот же день муж нашел врача. Я попросила Яну, уважаемую Яну, помочь мне. Да, кстати, слово «уважаемый» прям многим не нравится. Мы просто потеряли культуру, и слово «уважаемый» как-то подозрительно для людей звучит. А на самом деле это действительно проявление уважения. Вот после того, как у меня зрители, то есть увидели такое обращение, они начали везде так обращаться, и к блогерам, и все. Это замечательно. Было время, когда люди называли друг друга господин, там, друг или батенька, или как там, я не знаю, матушка. Это все было красиво и приятно, потому что это проявление уважения, да, барышня. Мы растеряли это все. Почему-то так подозрительно, некоторые говорят, подозрительно, все время уважаемое. Ну, а что надо писать? Надо меня оскорблять и, я не знаю, принимать мою помощь после этого? Наверное, я заслуживаю того, чтобы меня уважали, но еще и высказывали это каким-то образом, да, показывали. Ну ладно, это не важно. Так, попросила Яну помочь мне попросить разрешение на проведение ритуала. Это ритуал «Остановите онкологию», там с рыбой проводится этот ритуал. Нужно сначала, чтобы я открыла дорогу, начитала для человека, чтобы позволить этому человеку открыть дорогу, то есть выслушать и провести, чтобы этот ритуал получился с разрешения человека. Извиняюсь, с моего, то есть разрешения, чтобы этот ритуал получился. Если я открываю дороги, то силы помогают человеку в этом ритуале. Многих интересует вопрос, а если меня не станет, к кому обращаться? Если меня не станет, попросите меня, ушедшую, это сделать. Попросите, если действительно у вас будет эта болезнь. И после чего в течение 3 дней проведите. Вот так вас устраивает? Если у вас действительно это есть, то когда ведьма сама должна была что-то провести, и когда ее не становилось, просили ее душу. К ней обращались. И ко мне будут обращаться. И после этой жизни будут обращаться. Я знаю это. Именно поэтому я и не хотела, чтобы у меня была могила, чтобы засоряли всякой фигней там. Давайте послушаем дальше. Провела 13 мая. Прошло очень много обследований, были обнаружены россыпи опухолей в области малого таза и печени. Это очень опасно, кстати. Это самый опасный вид онкологии. Он очень быстро развивается. А в печени с метастазами. Вот. Быстро нашелся врач, онколог, профессор. Откуда ни возьмись, появилась в регистратуре девушка, которая помогла мне пройти все обследования. Хотя я об этом не просила. Прооперировали 26 мая. Правильно, открытие дорог же не просто так сказано. На следующий день пришла врач в реанимацию и говорит, ни одной опухоли мы не нашли. Убрали 2 узла и образование в печени, которые не похожи на раковые. Через 4 дня была готова гистология. Оказалось, все доброкачественное. Врачи все в шоке. Профессор сказал, об этом случае нужно писать статью. Вот, показываю ее СМС, чтобы потом не сказали. Но здесь не написано ее номер телефона, только имя, поэтому это не страшно. Сейчас дома на реабилитации. Вот. Швы, заживление швов я и проведу. Светлана, я вам сейчас скажу. Я возьму вашу фотографию вот на аватаре. Я вам проведу кое-что.
И попрошу вас провести любую чистку, но для исцеления. Ну, например, Параскева Пятница. Или что-то похожее на эту чистку. Где не только снятие чего-то там плохого, да, но еще и как исцеление организма. А я вам проведу, и в течение недели-двух эти швы полностью заживут. Вы представляете, у человека обследовали, нашли это все, а потом оказалось, то есть после открытия, вот, для того, чтобы провести ей от онкологии, оказалось, что это все просто вот куда-то делось. И оно не могло куда-то деться, понимаете, невероятно, потому что операцию назначают после очень многих анализов. Давайте послушаем. Здравствуйте, уважаемый Инга. Разрешите к вам обратиться и рассказать об уникальном случае. 12 мая у меня обнаружили онкологию. В этот же день муж нашел врача. А я попросила уважаемую Яну помочь попросить у вас разрешение на проведение кое-какого ритуала. Вы разрешили. Мы провели 13 мая. А 14 мая я была у врача-онколога. Он назначил много обследований. Пришли в регистратуру с этим листом назначения обследований. Там смотрят друг на друга и не поймут, в чем дело. Потом через минуту приходит молодая девушка, неизвестно откуда появившаяся, берет этот лист и все обследования быстро расписала по дням и часам. Я потом мужу и говорю, когда уже сели в машину. Пришла девчонка и все разрулила. Откуда взялась, неизвестно. Мы ее об этом не просили. Обследования были такие: МРТ, КТ, УЗИ, онкомаркеры, все анализы крови, колоноскопия, гастроскопия. Врач, к которому мы обращались первый раз, пригласил из другой клиники профессора-онколога. Он назначил еще несколько обследований, с которыми очень мне помог. Потому что то к одному врачу не попадешь, то к другому, то через неделю, то через там еще с какое-то время. Это было уже долго. Он помог мне со всеми врачами, со всеми обследованиями, как попасть туда. Мы с ним были на связи каждый день, по нескольку раз. Такое впечатление, что я его знаю всю жизнь. Прооперировали меня 26 мая. Оперировали два хирурга. Еще одна женщина. Она потом была моим лечащим врачом. На следующий день она приходит ко мне в реанимацию и говорит: никаких опухолей мы не нашли. И еще добавила: ни одной. Хотя на обследовании было обнаружено россыпи опухоли в малом тазе, на яичнике, в печени. Как я поняла, что с метастазами. Конечно, не очень это говорили, но все равно было видно по их обозначениям. Там было написано МТС. Сказала, что мы убрали 2 узла в малом тазу и в печени образования. Но по внешнему виду они не раковые, как бы, на внешний вид. Возможно, мы снимем диагноз. Потом через 4 дня была готова гистология. Все, что удалили, оказалось доброкачественно. Перепроверяли еще 2 гистолога. Было все в порядке. Все врачи в шоке. Профессор сказал, про этот случай надо писать статью. Через неделю врач сказал сделать УЗИ печени. Врач УЗИ тоже была удивлена и сказала, надо рассказать об этом случае всем своим коллегам. А я-то как была рада, вы даже не представляете. Дорогая и уважаемая Инга, если сказать, что я вам очень благодарна, это просто ничего не сказать. Вы подарили мне жизнь еще раз. От всей души благодарю. От всего сердечка за ваши труды, за ваши работы. Вы нам очень нужны. Благодарю Яну. Она всегда ответит, всегда подскажет. Не было такого, что она хотя бы на одно сообщение какое-то не ответила.
Благодарю вас. Низко вам кланяюсь. Благодарю еще раз. Яна всегда отвечает. Она очень вежливый человек, если к ней по-человечески отнестись и написать нормально, достойно. Она никогда не грубит. Я могу быть резкой. Вот многие из этих людей, которые отправляют голосовые или ролики с благодарностями, многие из них попали под горячую руку. Просто они не держат на меня зла, они знают мой характер, что я могу и ужалить, но в то же самое время я и помогу. Знаете, я напоминаю, мне одна женщина сказала, вот фильм «Они воевали за Родину», как бабка это вышла, говорит, соли тебе, да я тебе там кизика бы не дала, да? Что ж вы, сволочи-то, делаете? Когда она отругала ее, а потом говорит, ну иди, возьми соль, там кастрюлю, все дала. То есть, ну не найдете вы ни одну настоящую ведьму, которая нежная, приятная. Люди, которые вот мои бусенькие, гусенькие такие все, облизывают всех со всех сторон, это, как правило, люди, которые, ни одного дня не жили жизнью ведьмы, они понятия не имеют. Точно так же, как и врачи, точно так же, как и люди другой профессии, у которых работа связана с помощью, то есть людям и так далее. Они все резкие, грубоватые люди, устают они от людей. Видели много неблагодарности, видели много травли, видели много подлости, понимаете, знают людские слабости, раздражаются, когда люди из-за всякой фигни плачут, потому что не знают и не видели, что такое настоящая беда. Но это не плохие люди, это в душе очень добрые люди. Они отругают и что-то скажут, но помогут. В отличие от тех сладкоречивых змей, которые заманивают, обчистят, а потом даже телефон не возьмут. Вот о чем речь. А теперь представьте на секунду состояние Светланы, да? Метастазы печени. Это очень опасно. У меня в данный момент человек 8 больных онкологией, которых я тяну. Вы знаете, как это непросто? Не каждый рискнет вообще трогать онкологию, вообще даже близко подходить. Многие бабушки, умудренные жизнью, многих исцелявшие, они не берутся, даже гонят. Нет, я не могу, все, идите, я еще хочу жить, мне все, ничего не знаю. Очень большой риск. Это надо очень сильно любить людей, чтобы вообще близко подходить к онкологии и давать какой-то ритуал, помочь, самой отчитать. Я этих людей тяну на себе. И то, что они до сих пор живы, это благодаря моей работе. И это без лишней скромности. И это отнимает у меня иногда очень много времени. Когда я отчитываю этих людей, у меня несколько дней мигрени, жуткие боли. Я знаю, что у меня будут боли. Покажите мне человека, который знает, что после этого будет болеть и тяжело ходить. Каждый звук мне на мою нервную систему, как будто меня прям по башке этим кувалдой бьют. Но пойдет на это, потому что я понимаю страдания этих людей, и я на это иду. Сама прошедшая такое, не бояться это все тащить на себе, через себя пропускать. Это очень непросто. Просто люди понятия не имеют, когда иногда, знаете, лезут, мешают моей работе, мешают своим лаем, своим гавканьем, своей грязью и все такое. То есть отвлекают меня. Они привлекают такое проклятие на свою голову, но не мою, а тех людей, которым я нужна. И, быть может, из-за того, что я отвлеклась в сторону, я не успела кому-то помочь. Эти люди даже не представляют, какую просто страшный груз они на себя берут, постоянно меня отвлекая от моих дел. Они не понимают, насколько я действительно нужна людям, и как много зависит от моих работ в жизни людей. Ведь я за это деньги не беру. Я это даром делаю. И раскрытие дорог людей, то есть открывание, помочь им, чтобы они справились с онкологией. Я же просто так сажусь и делаю. Я хоть раз сказала, что за это нужно что-то отдавать. Нет. Я считаю, что больные люди и так отдают очень много. Они откупают своими страданиями. Этого достаточно. Больше не нужно ничего у них брать. Я вообще не понимаю людей, которые берутся
Мы не имеем права лечить никого. Лечить должны врачи. Но благодаря работе ведьмы у человека быстрее проходит этот процесс. А иногда просто чудесным образом эти все опухоли и прочее просто исчезают непонятно куда. Понимаете, и такое происходит. И такое происходит. И многих людей я просто тянула годами на себя. Они жили благодаря тому, что я их постоянно отчитывала, обновляла их. Это через меня силой вам помогают. Это силой вам дали шанс второй раз жить. Но теперь представьте, приходит вот человек, да, и говорят, у тебя онкология. Это практически звучит как приговор, я вам скажу. Потому что за историю человечества редко кто спасается от этой ужасающей вот этой вот, от этого чудовища. Я видела, как уходили люди от этой гадости. Я слышала много раз, как молодые уходили. То есть мы знаем, что слово «рак» – это практически как на расстрел ведут. Все. Мы понимаем, что будет человек бороться, высохнет за несколько месяцев и уйдет. Как правило. А уж тем более, если обнаружили уже метастазы, еще и в органах, еще и в печени, которые самое страшное. Печень, легкие – это самое жуткое, которое тяжелее всего вылечить. Потому что, пожалуйста, вот глаз. Глаз можно убрать, удалить и, собственно говоря, спасти. Рука, грудь, все такое. Это те части, которые, удалением которых как бы спасают человека. А вот здесь очень страшно. И вот человеку это говорят, и она практически готовится к смерти. Ну, просто думает, ну, я поборюсь еще, посмотрим, что делать. И вдруг после приходит и говорит, знаете, у вас ничего нету. Вроде показалось, что все есть, а сейчас ничего нету. А все, что у вас есть, это вроде вообще даже к онкологии никакого отношения не имеет. Как вам? Давайте дальше послушаем, что она... Я не слушала эти голосовые, вот с вами вместе буду слушать. Мне некогда, на самом деле. Да, еще Инга забыла сказать. Когда провели ритуал, я еще следом провела. Вот я просто вам показываю, чтобы вы поняли, что я говорю правду. Вот я вот сейчас вот включила наверху, внизу, видите, зеленый, я их даже не слушала еще. Там дня через 3, что ли, марфальский ритуал. Вот. И вообще очень много проводила всяких ритуалов. И Параскеву Пятницу, 12 дух целителей, 12 лихоманок. Внимательно слушайте еще раз эти ритуалы для тех людей, у которых есть определенные недуги. Внимательно прослушайте и запишите исцеляющие ритуалы, которые даже вот при самых невозможных ситуациях помогают. Кто-нибудь скажет, ну ведь бывает же, что люди умирают. Конечно, бывают. Я же не властелин смерти и жизни. Если человеку дано уйти, ну, никто не спасет, и я в том числе, я не всемогущая. Но если есть шанс и возможно помочь человеку остаться в этом мире или продлить его жизнь хотя бы, остановить этот недуг на время или на совсем, то это я делаю, да. А если, ну вот, ни в какой же человек мучается, я могу сама отпустить и сказать, достаточно, зачем? Мне иногда, когда Яна кидает, там, например, вот фотографии подобных людей, я говорю, нет, все, это пусть отпускает человека. Смиряйтесь с этим и отпускайте. Я помню, когда моя прабабушка умирала, и тетя моя, мамина сестра, вызовите скорую, ну что вы... Она говорит, ты с ума сошла? Ей под 100 лет уже. Ну, время ее пришло. Какую скорую? Ну, не поможет скорая. Ну, скорая даже не приедет, узнав возраст. Или приедет там, скажет, все, ждите, ничего делать невозможно. Ну, может, еще можно. Она пыталась отчаянно ее спасти. Я ее сейчас понимаю. Я была ребенком, не понимала. Она не могла смотреть, как она... Ну, просто уходит. Как это? Ну, вот умирает. Ну, как вот просто вот так сидеть и ждать, пока умрет?
Ну, в этом случае да, потому что, ну, все изношенный организм, у каждого организма свой срок. Человек же не вечно будет жить. Ее время пришло, она очень старая женщина. И она уходит. Самое главное облегчить ее уход, быть рядом, чтобы рядом вокруг были внуки, правнуки, мы были рядом все. Она ушла счастлива. Она ушла довольна, она ушла спокойной, нормально. Хорошей смертью. Это хорошая смерть. То есть я объясняю, что, ну, изношенность организма тоже существует. Если человек уже все, ну, нет уже ресурсов жизненных, зачем его держать вот эти когтями? Это эгоизм. Это большой эгоизм. Я понимаю, что это очень больно отпускать любимого человека. А разве не больно смотреть, как высыхает на глазах просто? И теряет человеческий облик, теряет память. Каждый божий день для него это просто мучение и страдание. Это разве нормально? Я считаю, что нет. Я знала одну женщину, она была ведьмой, и сейчас ее нету. Мне в жизни встречались такие люди, которые каждый из них что-то мне передавал, говорил, что-то мне оставлял, знаете. И она говорила о том, что ее сын сломал позвоночник, и, собственно говоря, она исцелила человека, и ей во сне пришло, то есть перед этим сказали, что не надо помогать, если ты этому человеку поможешь, он страдает за свои преступления, за страшные вещи, которые он творил во время Советского Союза в ГУЛАГах. И если ты ему поможешь, то ты заплатишь сама. Она его пожалела. Этот старик прям подполз к ее дому, стал прям буквально плакать и рыдать. И она говорит, ну я просто уже не могла, я не знала, что это. Я взяла, говорю, будь что будет, ладно, может я заболею, ничего страшного. А вот сломал позвоночник сын. Потом восстанавливали, и у него началось очень страшное там. И он выл просто от этой боли так, что она говорит, я выходила и умоляла, заберите его, пожалуйста, заберите, чтобы он не мучился. И на утро она увидела, что он все, он ушел. То есть ее послушали. Вот так она заплатила за то, чтобы помочь другому человеку. Страшно заплатила. Но, видите, даже она поняла, что держать человека в таких мучениях – это преступление, даже если ты очень не хочешь его отпускать. В любом случае, качество жизни должно быть. Жизнь же не только вот кушать, пить и пойти спать. Вот давайте послушаем и запишите, еще раз говорю, те, у которых всякие недуги. Вот человек перечисляет эти все работы, ритуалы в комплексе дали этот результат, усилили ее, и врачи смогли ее спасти. Если человеку дано жить, если силы услышали и помогли человеку, то есть дали ему второй шанс жить, то врачи могут спасти. Если человеку не дали шанса, никакой просто суперврач, самый лучший профессор не поможет. Давайте послушаем еще раз. Да, еще Инга забыла сказать. Когда провели ритуал, я еще следом провела, там дня через 3, что ли, марфальский ритуал. Вот, и вообще очень много проводила всяких ритуалов. И Параскеву Пятницу, 12 дух целителей, 12 лихоманок. Много я сейчас прям не могу, вот так вот. Это уж надо было. Что-то волнуется и никак. Еще года 1,5 назад проводила воздаяние врагам. Вы не представляете. Вот случилось все то, вот именно получилось так, как вот вы говорили, вот все слово в слово. Вы сказали, что будете удивляться, что начнет косить одного за другим. Угу. Даже, того, кого я даже и не ожидала. И именно случилось все так. Я уж сейчас не помню, какой день. Я закопала в 9 часов вечера. На утро, вы не представляете, на утро в 7 часов вечера уже парализовала троюродного брата. Он не выжил. Потом еще одну женщину, но это я не удивилась. А потом еще одну женщину. Тут я, в принципе, удивилась, конечно. Вот все слово в слово, как вы сказали, так и произошло. Инга.
Хочу объяснить для тех людей, умников, которые говорят, как это же вот людям портить жизнь. Там не сказано, там не порча, там воздаяние. Если человек не виноват, вот вы сидите сутками, читайте на меня там воздаяние, чтобы мне ответ пришел, да чтобы я вот там не знаю, что там со мной случилось, чтобы я загнулась, не знаю что, потому что вот вы меня подозреваете в чем-то, что я вам порчи там сделала, вот вы на меня, брат, мне не дойдет, потому что я не виновата. Понимаете, доходит до вас или нет? Порча – это когда вы специально, целенаправленно идете портить жизнь человека. По имени читайте, на фотографии, на вещь, подкидываете в дом, не знаю. Это порча, да, вы намеренно поганите жизнь человека. А то, что я даю, человек не говорит, вот там, Петрович, не знаю, Андреевич, Сергеевич. Человек говорит, кто желает мне зло, кто мне хочет сделать зло, пускай получает. И духи, зная, кто хочет зло делать и кто действительно опасен для этого человека, с ним расправляются, понимаете? Это справедливая месть. Это не целенаправленно кому-то делать зло. Человек даже может не знать, кто делает. Вот на работе, например, у меня был случай, женщина сказала, что у нее постоянно там вот воруют, собственно говоря, недостача, и ей приходится платить, потому что как бы в ее смену, а как получается, непонятно. И я сказала, вот начитайте вот такое-то, и вор выявится. Я сейчас секунду потом покажу вам, просто не хочу особо... Нет, не буду показывать, ладно, я не говорила ему об этом. Когда я дала ритуал человеку, как сделать так, чтобы вор выявился и принес, и вернул, и прям в сундуке золото пропало. И вы представляете, через некоторое время начали приходить несколько человек к нему в гости, как-то подозрительно себя вели, что-то постоянно просились в туалет, туда-сюда. И говорит, я даже не могу, пока я на кухне, там туда ходит, сюда. И когда они ушли, через некоторое время он в таком месте укромном, непонятном каком-то в доме нашел сундучок, а он думал, что это все прошло, ушло, что пропало. Вот после проведения ритуала кто-то из них, кто украл все-таки, пришел и вернул. А может, они все втроем забирали, все втроем пришли и отвлекли его и положили обратно. А как? Почему они это сделали? Вопрос. Если они способны своровать, навряд ли можно их заставить вернуть. Просто жаль, что я вот не сказала ему, это мой хороший друг, я не сказала ему, можно я выставлю, покажу. Поэтому я не буду это показывать. Если человек не говорил мне, не могу, это неправильно. И я, кстати, дам этот ритуал, чтобы вор сам самолично принес и оставил у вас. И это реальность, понимаете? Такие вещи происходят. Если я каждый раз буду снимать, у меня просто весь канал будет только об этих историях и все такое. Я-то нацелена, моя работа нацелена на то, чтобы помочь как можно большему народу. Кто-то скажет, кто-то снимет подробно, отправит, снова там включу, покажу. Кто-то я просто знаю, радуюсь за этого человека и все такое. То есть это чудо, реальные чудеса, которые происходят, но они объяснимы. Они происходят с помощью духов. Не потому, что я всемогущая. Поймите, вот на моем месте была бы другая, ей бы дали вот эти все знания, доверились, она была бы для вас вот такой свет в оконце, и она бы вам все это подарила. Просто выбрали меня. Я не знаю, почему меня. Почему мою бабушку, прабабушку выбрали, меня выбрали. Почему мамина сторона вот знахарки, целительницы были, папина сторона ведьмы. Почему так? Я не знаю, почему. Вот я родилась из этих двух, знаете, как бы дерева с двух веток. И пошло-поехало. Мне дали. То есть это не моя заслуга, просто моя заслуга состоит только в том, что я очень работящий человек, я работоспособный, я просто трудоголик. И если бы кто-то на моем месте столько бы не передал. Вот сейчас половина, вот чтобы вам показать, давайте-ка все-таки покажу, что ли. Который час у нас сейчас? Ой. Вот, погодите. Не видно так. Ну, давайте вот так вот. О. Ой. I am sorry.
Ну вот время, который час. Вот. Мне тут треснуло, и надо менять, времени нет никак. Видите? Ну вот мало кто будет сидеть вот так вот. Не хвалю себя, просто говорю, что это вот мне дано, я вот чувствую себя обязанной, у меня обязательства, мне это дали, мне надо передать. Я не имею права сейчас каждый день моей жизни нужно использовать во благо, для чего-то. Но иногда бывает, что я тоже человек, и я тоже устаю, у меня нету силы уже. Естественно, бывают дни, когда я просто больше занята там вопросами, ответами, мало снимаю. Просто я снимаю, потому что я знаю, что одним махом, одним ритуалом я могу помочь нескольким сотням, тысячам сразу. Вот в чем дело. Вот почему я считаю, что один ритуал выкладывать это дороже стоит для меня, чем, например, в это время принимать несколько человек. Я так могла бы только для себя жить, понимаете? Принимать бесконечно, и дать этим людям результаты. Все бы они снова приходили, друг другу говорили, и все бы и так знали меня. То есть я бы зарабатывала очень большие деньги, но в то самое время я бы помогла меньшему количеству людей, меньше бы подарила. Потому что мне нужно выбрать. Либо я каналу уделяю время и отдаю свои работы даром, чтобы оно помогло большему количеству людям, и книги оставляю после себя. Либо я больше принимаю людей, потому что я не робот. Я же не денежный станок, чтобы в день по 100 человек принимать. Нет, конечно, я могу сейчас, в данный момент, я в неделю могу выбрать, от силы 20-30 человек. Но иногда бывает, что много. Иногда бывает, что в один день 30 человек. Просто и такие очень насыщенные недели, несколько сотен человек. Да, и такое бывает, но редко. Сейчас в последнее время я стараюсь выборочно. Потому что времени нет. Мне сила нужна и для канала тоже. Давайте послушаем еще дальше. Инга, я ошиблась. Не в 7 часов вечера, а в 7 часов утра, извините. Ничего страшного. И еще хочу поделиться. У нас сын пришел из армии, не мог найти работу. Вернее, находил, но то там не заплатят, то тут обманутый. В общем, много прошел всяких работ, а толку никакого. Я посоветовала ему провести ритуал, найти работу. И на 3 5-рублевые монеты. Он провел. И, в общем, он тут еще 2 работы проходил. Но в итоге он сейчас работает в главном управлении МВД при посольстве. Вот как помог результат. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Светлана, мы вам всем дружно желаем здоровья. Пусть у вас все будет хорошо. Это вам урок на будущее. Всегда обращать внимание на любые сигналы вашего организма. Но я очень рада, что такой хороший человек будет долго жить. Хороших людей так мало на земле. В конце концов, пускай уже Бог и забирает плохих отсюда, хотя я понимаю, что они берут хороших, им тоже гнилье там не нужно, но все же обидно становится, когда ты видишь, что абсолютно бесполезные существа живут до 100 лет. А просто люди, которые принесли бы пользу миру, которые были бы, скажем так, полезны, да, и вообще, в конце концов, они хорошие люди, которые никому ничего плохого не сделают. Хотя бы плохого не сделают, уже хорошие люди. И почему-то они вот так вот борются за то, чтобы жить. Вот так вот. Удачи вам и вашему сыну, и вашей семье. Если вы прошли это обнуление судьбы, поверьте мне, что сейчас у вас все будет уже хорошо. Вы свою жертву отдали. Дальше будете жить и наслаждаться жизнью. Пусть у вас все будет хорошо. Всем удачи, всех благ. Держитесь все. Все пройдем. И эти трудные времена тоже пройдут. У каждого поколения свои времена, свои трудности. У нас тоже. А как же? Ничего просто так и бесплатно не дается на этой земле. За все надо платить. Вот платим мы с вами. Всем удачи.